Всем привет! Сегодня я покажу рецепт пиццы. Начну с приготовления теста, чтобы оно поднялось, пока нарежу начинку. В миску переложу живые дрожжи и залью их теплой водой, чтобы быстрее расплавились. Получаю однородную консистенцию и туда же добавляю соль, сахар, растительное масло и немного муки. На этом этапе муки нужно совсем немного, чтобы тесто, а точнее его заготовка, получилась очень жидкая. Дальше будем ее заваривать горячим молоком. Наливаю молоко в сотейник и довожу его до кипения, а затем тоненькой струйкой одной рукой вливаю, а второй перемешиваю заготовку. Продукты можно смешать и в холодном виде, но тогда тесто будет подниматься дольше. Перемешиваю массу и частями начинаю всыпать муку. Ее я не просеиваю. Мне понадобилось 6 граненых стаканов муки, но вы смотрите по ситуации. Сначала вымешиваю тесто ложкой, а затем руками. Оно получается однородное и вообще не липнет к рукам. Накрываю миску с тестом пленкой пищевой и оставляю в теплом месте минимум на 1,5 часа подниматься. А в это время я приготовлю начинку. Сразу скажу, что я готовила 2 пиццы, поэтому начинка умноженная на 2. 10 яиц ставлю варить, а в это время мелко нарежу колбасу. Еще нужно отметить, что количество ингредиентов, которые я использовала, это то, что было у меня в холодильнике. И вы можете добавить еще что-то свое по вкусу, например, грибы или соленые огурцы. Дальше я нарезаю лук. Вообще не люблю добавлять его в блюдо, но именно он даст сочности. Мелко нарезаю сваренные яйца и помидоры. Я готовила пиццу в сезон помидоров, поэтому взяла их побольше. Но если у вас их не так много, то возьмите побольше кетчупа. Начинка мне нравится мелко нарезанная, но вот сыр я натираю на крупной терке. Смазываю противень растительным маслом, я буду готовить пиццу именно на нем. Формы специальной у меня нет, поэтому нужно хорошо промазать противень. Ставлю разогреваться духовку на 180 градусов, а пока займусь тестом. Оно уже поднялось прям до верха, до пленки. Я ее убираю и вымешиваю тесто. Так как я ранее сказала, что пиццы готовлю 2, то делю тесто на 2 части. Раскатываю половинку скалкой до форм противня. Перекладываю тесто на смазанный растительным маслом противень, и теперь нужно тщательно вилочкой проколоть по всей площади, чтобы не появилось пузырей. Бортики я решила смазать кетчупом, чтобы они лучше подрумянились, и так оно и получилось. Теперь слоями насыпаю начинку. Сначала идет лук, потом яйца.
Следующие слои — колбаса, помидор и сыр. По вкусу можете подсолить или подперчить пиццу, и убираю я ее в духовку выпекать. При температуре 180 градусов потребовалось 35-40 минут. Вот такая сочная пицца получилась с нежным тестом. Подписывайтесь на канал и заглядывайте в описание, там я оставлю все пропорции ингредиентов. Всем пока!